физика, математика. Дисциплину изучают студенты всех медицинских российских вузов, не только российских. Можно сказать, что с изучения физики начинается изучение человека. Мы начнем лекцию с ряда организационных вопросов. Прежде всего, я представлюсь. Меня зовут Наталья Алексеевна, фамилия Ладнич. Я буду читать у вас часть курса лекций по физике и математике. У кого-то буду вести занятия. Я являюсь доцентом кафедры медицинской физики и информатики. Изучение дисциплины физика-математика заканчивается у вашего факультета получением дипзачета. Изучение дисциплины продолжается в течение одного семестра, то есть летом вы уже закончите изучать этот предмет. Далее. Записывать лекции в нашем случае обязательно. Речь идет, прежде всего, о конспекте лекций, которые вы будете делать для себя. То есть в высших учебных заведениях все-таки по-прежнему лекция остается основной формой учебных занятий. Посещаемость, по мере возможности будем отмечать по вашему присутствию или отсутствию. Что касается последующей работы с лекционным материалом, то хотелось бы отметить следующее. Любая новая информация в течение 2-3 дней улетучивается из головы абсолютно. Поэтому в течение вот этих 2-3 дней желательно, чтобы студент мог найти время для того, чтобы эту лекцию проработать. То есть даже если вы с первого раза и все отлично усвоите, через 2-3 дня в голове остается, может быть, несколько понятий, и какие-то примеры, образные примеры. Хорошо усвоенный материал тоже может улетучиться из головы. Поэтому самостоятельно прорабатывайте лекции. Можно и в тот же самый день, например, вечером, когда читается лекция, а можно повторять в течение 2-3 дней. Тогда этот материал будет усвоен и не будет нужды сидеть ночами перед дифференцированным зачетом. Будет гораздо меньше проблем с академическими задолженностями, с отчислением, с повторными курсами обучения и так далее. А теперь, что касается предмета изучения медицинской физики. Очень хорошо о предмете и о целях изучения говорит наш заведующий кафедрой, кандидат медицинских наук, доцент Юрий Николаевич Смоляков. На YouTube у нашей кафедры медицинской физики и информатики, есть свой канал. Будьте добры, найдите этот канал самостоятельно, посмотрите, репост, подписка приветствуется. Первые лекции там как раз посвящены вопросу, зачем изучается физика в медицинском вузе. А мы сейчас конспективно осветим эти вопросы. И начнем с предмета изучения курса физики в медицинском вузе. Итак, предметом изучения. Начинаем конспектировать. Предметом изучения курса физики в медицинском вузе является организм человека, прежде всего, окружающая среда, а также лечебная и диагностическая аппаратура. В связи с предметом изучения определяются цели изучения курса физики студентами-медиками. Медиками вообще.
Прежде всего, изучение физических законов, лежащих в основе процессов жизнедеятельности. Например, будут рассматриваться такие процессы, как кровообращение, ну и, соответственно, законы, которые регулируют эти процессы. Второй пункт. Изучение физических факторов и основ их действия на человеческий организм. Например, в курсе медицинской физики мы будем рассматривать такие факторы, как электрические и магнитные поля, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение и основы действия этих факторов на организм. Третья цель. Изучение физических свойств биологических тканей, органов и систем. Что касается изучения свойств, то вспомните, практически любой диагностический метод, начиная от измерения температуры и заканчивая методами томографии, является ничем иным, как средством для изучения свойств тканей, органов и даже целых систем. Ну и, наконец, четвертое. Изучение физических основ устройства и работы медицинской аппаратуры. Очень коротко, конспективно, но тем не менее мы затрагиваем и эту цель изучения физики в медицинском вузе в частности. Переходим к следующему вопросу. Следующим вопросом у нас является специфика медико-биологических измерений. Ну, прежде чем перейдем к измерениям в медицине, обратите внимание на понятие термина изучение. Под изучением в данном случае мы будем понимать установление неких мероприятий, закономерностей, то есть связи между количественными характеристиками явления. Ну, иначе говоря, всякое изучение предполагает установление закономерностей. Физика – это естественная наука, поэтому не описание явления или процесса, а именно установление связи между характеристиками явления. Поскольку характеристики количественные в основном, то Оль, напишите мне, пожалуйста, видна ли вам презентация? А сейчас? Ну, отлично. Начинайте конспектировать тогда с определения изучений. Значит, для того, чтобы что-то изучить в медицине или в биологии, необходимо таким образом установить закономерность или связь между соответствующими показателями. Измерения в медицине предполагают чаще всего как раз измерения физические либо физико-химические. Причем спектр физических измерений в медицине очень широк. Это та же температура тела, это давление, это частота пульса, скорость кровотока, электрические сопротивления ткани, электрический потенциал. Физико-химические измерения – это самое, пожалуй, типичное pH крови, концентрация сахара и другие.
Само понятие измерения предполагает сравнение. Причем сравнение должно происходить с однородной величиной, принятой за эталон. Ну, например, измерение длины предполагает сравнение с мерой длины, линейкой, метром и так далее. Измерение веса тела на часах, на старых весах предполагает сравнение с определенным количеством гирек. Следующий слайд. Та самая специфика медико-биологических измерений, о которой сейчас подробнее поговорим. Специфика медико-биологических измерений, прежде всего, заключается в разнообразии биологических объектов. То есть в живом мире не существует двух совершенно одинаковых организмов. Не существует двух одинаковых клеток, вирусов и так далее. И величины, характеризующие их, разумеется, всегда будут отличаться. Примером является рост, скажем, человека, вес, температура тела, параметры, которые даже в однородных группах людей и даже у одного и того же человека могут меняться в течение времени, даже в течение одних суток. Вот. Отсюда и разнообразие. Второе. Большинство медико-биологических измерений являются косвенными. Например, измеряют давление крови на самом деле, измеряя давление в манжете. Естественно, любое косвенное измерение теряет в точности, но зато, как вы понимаете, при этом не нарушается целостность организма. А электрическую активность сердца, например, мы оцениваем по виду кривой ЭКГ. Да? Хотя на самом деле измеряется всего лишь электрический потенциал, причем который снимается с поверхности тела человека. Ну и третья причина этой специфичности на любую величину в медицине одновременно оказывает влияние множество как внешних, так и внутренних факторов. Внешние факторы среды – это и атмосферное давление, это и наличие или отсутствие магнитных полей, это температура наружного воздуха и так далее. Внутренние факторы – это факторы генетические, это может быть, например, влияние на нервные системы, например, сам факт обращения к врачу служит поводом для, скажем, повышения кровяного давления. Время и место измерения кровяного давления таким образом тоже будут влиять и определять, точнее, изменчивость этих измерений. Изменчивость измерений или специфика медико-биологических измерений, которая, прежде всего, заключается в том, что количественные измерения должны быть множественными или многократными. Вот такие измерения
Какие измерения поддаются изучению науки, которая носит название теория вероятности. В теме сегодняшней лекции мы будем рассматривать такие вопросы, как вероятность случайного события, ну, то есть основные понятия теории вероятности, основные тоже закономерности теории вероятности, включая теоремы. И часть лекции у нас будет посвящена вопросам характеристик случайных величин. Прежде чем мы перейдем к вопросам теории вероятностей, хотелось бы отметить следующее. Медицина как наука формируется очень давно, но в отличие от других отраслей знаний, в медицине вот этот донаучный период продолжался намного дольше, чем в других областях науки. До сих пор вызывают сомнения в пользе некоторых методов лечения. Вот. Общепринятым, вспомните, может быть, из истории, общепринятым было лечение огнестрельных ран прижиганием каленым железом, да, или поливанием раскаленным маслом. Еще одним популярным методом лечения в медицине считались клизмы. Причем с разным наполнением эти клизмы использовались для лечения различных заболеваний. Ну и, пожалуй, самым распространенным методом исцеления у медиков прошлых эпох считалось кровопускание. Кровопускание, ну вот, может быть, наряду даже с применением пиявок. То есть методы, которые в какой-то мере используются и сейчас, но по сравнению с тем повальным увлечением, скажем, в XVII веке, гораздо-гораздо хуже. В медицине, я уже сказала, этот самый донаучный период длился приблизительно до XIX века. То есть только в начале XIX века, так, это раньше, это преждевременно. Остановимся на этом слайде пока. В начале XIX века стали задаваться медиками, практикующими, причем медиками, вопросы об эффективности того же кровопускания. И пионерами таких вот новых подходов к применению тех или иных средств или методов исцеления был Жюль Гавар. Именно он применил методы количественной оценки в медицине. Именно он считал, что для того, чтобы предпочтение было отдано какому-то вмешательству, оно должно не только приводить к лучшим результатам, чем сравниваемые методы лечения, но различие в эффективности должно превышать определенную пороговую величину, которая зависит от числа наблюдений. По его мнению, если различие было ниже этой пороговой величины, то такой метод или такое лекарственное средство следовало игнорировать и считать несущественным. То есть вот где, когда точнее были заложены основы доказательной медицины, на которой базируется современная медицина. И в начале же XIX века появляются новые методы диагностики, такие как, например, ртутный термометр. В это же время приблизительно в клиническую практику вводятся перкуссии, аускультации.
То есть расширяется спектр измерений, спектр количественных оценок, которые могут применять медики. В основе доказательной медицины лежат такие инструменты, как вероятность случайного события. То есть доказательная медицина базируется на математической статистике, а основой математической статистики является теория вероятности. Значит, теория вероятностей как наука, как отдельная отрасль знаний обособилась от других знаний в середине XVII века. И причиной появления теории вероятностей или теории игр, как ее называли, послужила заинтересованность многих игроков в прогнозировании выигрыша в азартных играх. К элементам теории вероятности, предметом в начале, скажем, теории вероятностей являются случайные события. Случайным событием называют события, исход которых при испытании доказать невозможно. Предсказать невозможно. То есть в отличие от обыденного понятия случайного события, мы говорим как и часто появляемых событиях, так и о событиях, шансов, которые встретить довольно-таки невелики. Общее понятие случайного события – это событие, исход которого просто-напросто предсказать невозможно. При этом испытанием или опытом называют комплекс условий, сохраняемых условий, в которых проводятся, в которых возможно наблюдение вот этого случайного события. Теория вероятности изучает закономерности, которые присущи только событиям массового характера. То есть многократно повторяемые явления – это и есть предмет изучения теории вероятности. Вот нужный слайд. Итак, для для сравнения одного случайного события с другим вводится понятие, которое носит название вероятности случайного события. Вероятность случайного события – это величина, которая обозначается буквой P от А. То есть P – это вероятность, а А – это событие, о котором идет речь, которое изучается или исследуется в эксперименте. Рассчитывается вероятность случайного события через отношение числа благоприятствующих событию А, или интересующему нас событию, к общему числу исходов. Вот посмотрите на формулу первую. В классическом понятии вероятности случайного события n – это общее число событий, повторяю, m – число событий, благоприятствующих событию А. В качестве примера случайного события можно привести массу примеров, которые окружают нас с вами в обыденной жизни. Это может быть рождение ребенка определенного пола, то есть мальчика или девочки. И тогда, допустим, для нахождения вероятности рождения мальчика нам нужно знать общее число родившихся, в стране за год и число при этом родившихся мальчиков. Отношение одного к другому и даст нам, и покажет нам
вероятность такого случайного события, как рождение младенца мужского пола. Вероятностью, точнее, случайным событием, примером случайного события является а, выпадение одной из граней кубика, шестигранного. Это типичный пример, который чаще всего используют в курсе изучения теории вероятности. Следует иметь в виду, что ну, я уже говорила, что теория вероятности работает с массовыми величинами, то есть изучает величины, которые повторяются многократно. И поэтому формула расчета вероятности случайного события, которая содержит небольшие величины как общего количества испытаний, так и числа благоприятствующих событий, она является достаточно далекой от истины. Поэтому обратите внимание, существует еще одно понятие вероятности случайного события, так называемое статистическое понятие вероятности, которое полагает, что формула становится справедливой в тех случаях, когда общее число испытаний стремится к бесконечности. То есть, чем больше знаменателя расчетной формулы вероятности случайного события, тем точнее формула. Понятие вероятности случайного события не следует путать с понятием риска. То есть, если в определении вероятности мы говорим о вероятности появления любого события с большими шансами, с маленькими шансами, но речь не идет о только неблагоприятных последствиях, то понятие риск включает именно наступление неблагоприятных событий, которые предполагают какие-то нежелательные потери, ущербы, убытки и так далее. В вашей профессиональной деятельности будут присутствовать такое понятие, как профессиональные риски. Практически как в любой другой профессии. Финансовые риски, техногенные риски, которые сопровождают все развитие человечества. Поэтому можно встретить на некоторой продукции такую наклейку, которая предупреждает, что использование данного продукта, например, фейерверка, основывается на своем собственном страхе и риске. Вероятность случайного события может принимать значение в интервале от 0 до единицы. То есть не бывает вероятности со знаком минус, не бывает вероятности со значением, превышающим единицу, поскольку число благоприятствующих событий никогда не может быть больше, чем общее число событий. Крайнее значение 0 и единица – это так называемые невозможные события, когда вероятность равна нулю. Когда в ходе эксперимента интересующее нас событие не появилось ни одного раза. Вторая граница, верхняя граница вероятности единицы, так называемое достоверное событие. Это событие, для которого, точнее, в ходе испытания, все испытания должны были заканчиваться появлением интересующего, или так называемого благоприятного события. Следующее одно из основных понятий теории вероятности, так называемые
несовместные события. Несовместные события, обратите внимание, это события, которые просто-напросто не могут произойти одновременно. То есть измеряемая величина у одного, у одного и того же человека, у конкретного, скажем, пациента, не может показывать одновременно и норму, и какое-то отклонение от нормы. Далее. События называют независимыми событиями, если факт наступления одного из них не меняет вероятности наступления другого. То есть примером независимых событий в медицине служат события, например, которые характеризуют двух разных объектов. То есть группа крови пациента номер 1, группа крови пациента номер 2. То есть события, которые могут быть так или иначе связаны между собой. А бывают события, которые являются абсолютно независимыми. Следующее понятие – это понятие полной группы событий. Понятие, с которым тоже будем сталкиваться в ходе изучения теории вероятности и статистики. Под полной группой событий понимают несколько, или точнее группу, состоящую из нескольких несовместных событий. Причем эти события должны охватывать всевозможные исходы, наблюдаемые при испытании. То есть в полной группе событий испытание покажет всегда одно из событий, принадлежащее этой группе. Примером полной группы событий может быть проводимые, допустим, во время набор событий, которые сопровождают измерение любой величины. То есть измеряя давление, измеряя температуру, мы получаем значение, которое попадает в интервал ниже нормы, норма выше нормы. Ничего другого быть не может. С той же группой крови. Определение группы крови впервые у пациента, который об этом еще не осведомлен. Заранее можем сказать, что у него будет одна группа из 4. Такие очевидные примеры, но следствием этого понятия является то, что сумма, что можно использовать вот эту вот закономерность для нахождения вероятностей других, скажем, неизвестных событий. Сумма вероятностей всех событий, входящих в полную группу событий, равна единице. С понятием полной группы событий связано понятие противоположных событий. Противоположное событие – это события, которые противопоставляют себя друг другу. Примером противоположных событий является, например, итог прохождения медицинской комиссии. То есть здоров, нездоров, годен, негоден, состояние любого прибора включен, выключен. Это точно так же, как лампочка дневного света. Примером противоположных событий является, в частности, результат сдачи зачета. Результатом является зачет или незачет. В теории вероятности выделяют две теоремы. Теорема сложения, теорема умножения вероятностей. То есть вероятности можно складывать, можно умножать. Когда их можно и нужно складывать, когда умножать, разграничивается вот этими теоремами. Итак,
Когда необходимо рассчитать вероятность появления одного события из нескольких, тогда вероятности следует складывать. То есть вероятность появления одного события из целого ряда других — это всегда величина, превышающая отдельное значение вероятности. То есть результат всегда вырастает, поскольку мы берем сумму положительных чисел. А вот в том случае, когда необходимо рассчитать вероятность совместного или одновременного появления независимых событий, вот в этом случае вероятности следует перемножать. Записывается теорема сложения, посмотрим, условия сложения следующим образом. Вероятность события А1 или события А2 или так далее, вплоть до АН, равняется сумме этих событий. То есть вероятность первого события плюс вероятность второго события и до АН, до события N. В случае, когда необходимо найти вероятность появления события А совместно с событием А1, совместно с появлением события А2 и с событием А3 и так далее, АН, в этом случае вероятности умножаются. Ну, а поскольку умножаются вероятности меньше единицы чаще всего, ну, представь себе 0, допустим, 0,5 умножить на 0,5. В итоге мы получаем величину, которая меньше. Да, произведение чисел меньших единицы — это меньшее число. То есть вероятность появиться совместно у независимых событий, она всегда ниже, чем вероятность появления одного события. Про специфику медико-биологических измерений я уже говорила. Это и разнообразие биологических объектов, и влияние множества факторов. Так вот, для изучения, и об этом тоже уже было сказано, требуются количественные характеристики, причем количественные характеристики, в большинстве случаев в медицине оперируют именно не понятием случайного события, а понятием случайной величины. То есть большинство параметров организма, живого организма можно так или иначе свести к количественным измерениям. Случайной величиной является величина, которая принимает то или иное числовое значение, неопределенное, то есть тоже наперед неизвестное, и зависящее от множества случайных факторов, ну или причин, учесть которые заранее невозможно. Случайные величины принято делить на так называемые дискретные и непрерывные случайные величины. Дискретная случайная величина — это величина, которая принимает строго определенные числовые значения. Дискретная случайная величина обычно выражается целыми числами, то есть натуральным рядом чисел. 0, 1, 2, 3, 4. Хотя может принимать значение и с меньшим шагом, но все равно строго определенное. То есть количество эритроцитов, количество пассажиров в троллейбусе, поезде и так далее. Количество студентов, в конце концов, в аудитории. Разумеется, в медико-биологических измерениях наиболее частой величиной является величина непрерывная. Это величина, которая может принимать любое значение из определенного интервала. Вот
примеру непрерывных случайных величин можно отнести практически все примеры, а, которые уже звучали. Это температура тела, это масса тела, рост, это давление атмосферное, это большинство антропометрических данных – это непрерывные случайные величины. То есть тот же рост, измеряемый с той или иной точностью, это величина, которая всегда попадает в определенный интервал значений. И меняется, допустим, у одного и того же человека с возрастом, даже в течение суток, или у популяции в неком интервале, то есть без шага. И то, что может приниматься нами за шаг, допустим, при измерении давления, мы же не говорим, там 115,3 мм ртутного столба. Таким вот условным шагом является единица измерения, то есть точность, которой измеряет данную величину прибор. А на самом деле и давление, и температуру, и рост, и вес можно измерять с любой точностью. Было бы необходимое оборудование. Следующий вопрос, который мы с вами рассматриваем, это распределение случайной величины рассмотрим этот слайд и сделаем небольшой перерыв. Распределение дискретной случайной величины внешне похоже на табличное представление функциональной зависимости, но особенностью распределения случайной величины является выяснение зависимости между другими параметрами. На место x, посмотрите, в таблице размещаются значения, которые может принимать случайная величина. То есть x1, x2, x3 и так далее – это значения, которые принимает случайная величина. Когда говорим о распределении случайной величины, подразумевается, что всевозможные значения должны быть представлены в этом распределении. То есть это не что иное, как полная группа событий. То есть все измерения, полученные в эксперименте, они размещены в таком вот распределении. Вторая строка в представленном распределении представляет собой вероятность появления той или иной случайной величины. То есть соответствующее значение x1 и p1 – это, так сказать, параметры, которые в совокупности учитывают шансы появиться данной случайной величине в данном распределении. И вот в такой связке располагаются значения случайной величины, например, рост человека и соответствующая вероятность, да, появиться, скажем, человеку с таким ростом. Следующее значение роста, соответствующая вероятность, которая оценивает это значение. Отличие от таблицы, как я уже сказала, в том, что появляется, во-первых, определенные числовые параметры, которые принимает величина x, и их соответствующая вероятность. То есть не y, а вероятность случайного события. И перед тем, как мы перейдем к следующим вопросам, а точнее к числовым характеристикам распределения случайной величины, давайте сделаем небольшую паузу. Перерыв 5 минут.
Продолжаем лекцию. Распределение непрерывной случайной величины, в отличие от распределения дискретной случайной величины, невозможно задать рядом распределения. Вот, потому что для непрерывной случайной величины вероятность каждого отдельного значения будет бесконечно маленьким значением. То есть будет близка к нулю. Поэтому для распределения непрерывной случайной величины вводится понятие плотности вероятности или плотности распределения вероятности. Обозначается буквой f от x. И посмотрите, речь идет о вероятности попадания того или иного значения непрерывной случайной величины в интервал значений. То есть вероятность того, что, допустим, измеренное значение температуры попадет в интервал нормы. А норма 36,0-37. То есть не значение, допустим, находится конкретного появления конкретного события, конкретной случайной величины, а попадание этой величины в некоторый интервал. Так, переходим теперь к числовым характеристикам распределения случайной величины. Этих характеристик 3. Первая из них – так называемое математическое ожидание. Математическое ожидание обозначается буквой большое «М», указывается в скобках та случайная величина, расчеты которой поддерживаются в этом опыте или испытании. Математическое ожидание представляет собой, по сути, среднеарифметическое, но для большого, иногда огромного количества значений случайной величины. Рассчитывается математическое ожидание вот по формуле, представленной на слайде. То есть для того, чтобы рассчитать среднее значение для случайной величины, необходимо знать либо всевозможные значения, и учесть число повторов этих значений, либо можно рассчитать с помощью произведений значений случайной величины на соответствующую вероятность. Вероятность случайной величины. Вторая характеристика носит название дисперсии случайной величины. Дисперсия или рассеяние, разброс значений случайной величины вокруг математического ожидания обозначается эта величина буквой d большое от x. И по определению представляет собой математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания. Воспринимается на слух не очень просто, но на практических занятиях вы либо уже посчитали, либо будете считать значения для дисперсии ряда случайных величин и разберетесь вот с этой формулой. То есть каким образом учитывается разница между значением случайной величины, и, соответственно, математическим ожиданием этой случайной величины, как учитывается вероятность появления того или иного значения случайной величины, и, соответственно, вероятность появления такого отклонения. Третья характеристика распределения случайной величины – это среднее квадратическое отклонение. Оно еще носит название стандартное отклонение, обозначается буквой сигма от x, рассчитывается быстро, как корень квадратный из дисперсии. Есть и другие способы найти среднее квадратическое отклонение по
Смыслу нахождение среднего квадратического отклонения представляет собой не что иное, как определение интервала, в котором размещается подавляющее большинство значений случайной величины относительно или вокруг среднего. Измеряется в тех же величинах, в тех же единицах, что и сама случайная величина. Переходим к следующему вопросу. Это, это нормальный закон распределения. И это другая презентация. Итак, рассматриваем вопрос нормальный закон распределения. Ну и сколько успеем, затронем понятие из математической статистики. Перед тем, как дадим определение нормальному закону распределения, общее представление о том, что такое закон. Закон, в частности, распределение случайной величины, это соответствие или связь между значениями, то есть между x и вероятностями появления того или иного значения. Так же, как и функциональную зависимость, закон распределения случайной величины можно задать с помощью таблицы, можно задать с помощью формулы, то есть аналитически, можно задать графически. Вот насколько возможно, попробуем это задать и для нормального закона распределения. Кроме нормального закона распределения, медико-биологические измерения, в медико-биологических измерениях встречаются еще, например, такой закон распределения, как закон Больцмана. Мы будем, ну, с законом Больцмана или с экспоненциальным законом тоже будем сталкиваться в курсе физики, например, при изучении радиоактивного распада. Ну, или при изучении динамики там, роста числа бактерий, там, числа зараженных и так далее. Это экспоненциальные закономерности. Нормальный закон распределения – это несколько другая форма распределения случайной величины, ну, и является одним из фундаментальных законов природы. Итак, что характерно для нормального распределения или распределения Гаусса? Его еще называют закон Гаусса. Первое. Значение непрерывной случайной величины должны слабо зависеть от внешних факторов. То есть такой параметр, например, как вес тела, должен практически не зависеть от широты, долготы, на которой мы проживаем, от атмосферного давления и так далее. Второе условие. Значения непрерывной случайной величины практически не должны зависеть и друг от друга. То есть вес одного человека практически не связан с весом другого человека. Бывают, конечно, исключения, когда речь идет о родственниках, ну, может быть, людях, проживающих совместно и имеющих одинаковые там, привычки, режим питания.
как, например, студенты, проживающие в одной комнате. Вот. И третье. Основное влияние на изменчивость случайной величины принадлежит внутренним факторам, то есть внутренним причинам, вызывающих изменения. Генетическим факторам, конечно же, прежде всего. Вот если эти три условия выполняются, то мы предполагаем, что перед нами то самое нормальное распределение или распределение Гаусса. Нормальное распределение означает, что наиболее вероятной величиной в распределении должна являться величина, равная математическому ожиданию. Например, в любом измерении, допустим, того же веса в каких-то более-менее однородных группах, наиболее вероятность, то есть наиболее часто встречаемой величиной, должна быть такая величина, как средний вес. Второе. Большинство значений случайной величины близки к математическому ожиданию. То есть у подавляющего большинства, скажем, участников эксперимента на предмет определения веса, значения веса тела должны быть близки к среднему. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше, но все равно большая часть значений будет сосредоточена в районе математического ожидания, то есть в районе среднего. Ну и, наконец, значения, далеко отстоящие от математического ожидания, имеют малую плотность вероятности, то есть редко встречаются в распределении случайной величины. Значит, чем дальше значение случайной величины отстоит от среднего, тем реже такая случайная величина будет встречаться в данном распределении. Вот это характерно для нормального распределения. В качестве примеров можете себе записать, что нормальному распределению подчиняются распределение таких величин, как рост человека, вес, размер ступни, длина сосудов и, повторяю, подавляющее большинство параметров, которые могут характеризовать жизнедеятельность организма. Математически нормальный закон или закон Гаусса представляет собой следующую зависимость. Буквой f от x обозначена плотность вероятности случайного события. То есть та самая характеристика, которая относится к характеристике распределения непрерывной случайной величины. Далее в формуле видим знакомые понятия. Это среднее квадратическое отклонение. Вот она, сигма. 2π пропускаю. Буква Е в данном случае означает основание натурального логарифма. Это никакой не заряд электрона. А вот, прошу прощения, что не очень хорошо видно. В показателе степени в дроби, в числителе дроби показателя степени записано x минус а. Под буквой А обозначено вот это самое математическое ожидание. То есть на самом деле можно было бы писать m еще в скобочках x, но это было бы дополнительное нагромождение обозначений. Поэтому вводится такое краткое обозначение математического ожидания. Значит, вот эта разность между
каждым значением случайной величины и математическим ожиданием возводится в квадрат. В знаменателе расчетной формулы 2 умножается на сигму в квадрате. Сигма – это опять среднее квадратическое отклонение нормального распределения. То есть характеристика разброса значений вокруг математического ожидания. Формула сложна, естественно, для использования, но мы и не будем ей пользоваться напрямую, мы будем пользоваться результатами известных закономерностей. Обратите внимание на первую картинку. На ней представлены, нарисованные разными цветами, 4 графика нормального закона распределения. Что синий график, что красный, что зелененький, что какой-то там оранжевый. Это все графики нормального закона распределения. Как говорят, нормальные кривые или кривые Гаусса. Вот характерным для этих кривых является то, что они симметричны. То есть если провести прямую линию между, примерно посередине относительно размещения этих величин, этих графиков, то мы увидим симметричность, да, распределения значений относительно неких средних величин, относительно математического ожидания. То есть у каждого графика есть свой максимум и есть свой спад этих ветвей графика, определяющих разброс значений относительно математического ожидания. То есть смещение относительно оси на графике определяется это местоположение значением математического ожидания, а форма графика, то есть более плоский или более островерхий, определяется сигмой, то есть средним квадратическим отклонением. Чем меньше отклонение, то есть чем меньше разброс, тем более островерхим выглядит график. И наоборот. То есть самый пологий график – это самая большая сигма. Вот. Сигма равна 5 для оранжевого графика. Для примера приводится в теории, в статистике обычно пример из, не знаю, менеджмента, наверное, сейчас так можно назвать. А именно распределение размеров обуви у мужчин. Для того, чтобы определить, сколько в партии заказываемой обуви нужно заказать, допустим, 42 размера, а сколько 45-го, в этом может помочь, в частности, нормальный закон распределения. Для изучения этой закономерности, посмотрите, было отобрано 1500 мужчин, у каждого из них был измерен размер ноги, и вот такое распределение получилось. То есть 40-й размер был выявлен у 43 человек, 41 размер у 142 человек, ну и так далее. То есть максимум мужчин имели размер обуви 43, 557 человек. Вот она точка на графике. Размер обуви 42 и 44 имела, соответственно, 215-243 человека. То есть вот эти две точки на графике. Ну и так далее. То есть, посмотрите, чем дальше от среднего, то есть чем дальше от 43, тем ниже значение графика, то есть тем значения встречаются реже. Все согласно нормальному закону распределения. График, который получили, он, естественно, еще не похож на нормальный закон распределения, то есть не похож еще на эту плавную кривую. Плавную кривую можно получить, если увеличивать количество участников эксперимента. Допустим, не 1500 человек,
а 15 тысяч человек. И тогда характер кривой останется таким же. Ну вот он, по идее, должен стать более близким к нормальному закону распределения. Потому что размер ступни это величина, которая подчиняется нормальному закону распределения. Свойства нормальной кривой или свойства кривой Гаусса я уже характеризовала. График плотности распределения вероятностей имеет симметричный колоколообразный вид. Линия симметрии проходит через математическое ожидание случайной величины. Изменение математического ожидания при неизменной сигме приводит к смещению вдоль оси x. То есть если увеличивается, скажем, средний рост в группе детей, то график нормального закона распределения, условно говоря, просто скользит по числовой оси в сторону больших значений роста. Сама форма графика может при этом не меняться. То есть если не меняется, если не появляются там какие-то новые факторы, влияющие на это значение. Ну, здесь должна стоять была цифра 3. Изменяется форма графика, то есть он становится островерхим или пологим при даже вот неизменном значении среднего, неизменном значении математического ожидания с изменением сигмы. То есть убывает сигма, уменьшается сигма, кривая сжимается относительно своего центра, то есть относительно математического ожидания. И наоборот. Размывается распределение, скажем, группа становится менее однородной. В группе, может быть, появляются люди там с разными заболеваниями, не абсолютно здоровые. И вот какой-то параметр становится размытым относительно математического ожидания. То есть разброс значений увеличивается относительно среднего. На примере распределения такого параметра, как температура тела человека. Вот она, условная норма для распределения температуры. То есть средним значением является 36,5, а интервалом, охватывающим всевозможные значения, является 3 сигма. График нормального закона распределения, то есть есть максимум, есть симметрия относительно этого максимума. И рядом изображен второй график измерения температуры при разного рода патологиях. Средним значением является температура в 38 градусов Цельсия, а вот интервал, который охватывает всевозможные значения, составляет уже 2 градуса Цельсия. Не 0,5, а 2 градуса Цельсия. То есть график смещается по оси иксов в сторону увеличения значений, и график размывается, то есть становится более пологим относительно, допустим, нормы. К свойствам нормального закона распределения относят первое – совпадение математического ожидания, медианы и мода распределения случайной величины. То есть в нормальном распределении эти три величины должны свестись в одну точку. Должны свестись к одному значению случайной величины. То есть математическое ожидание или среднее, медиана распределения и мода распределения – это приблизительно одно и то же значение случайной величины. Но имейте в виду, что
медианой распределения называют середину, геометрическую середину между минимумом и максимумом в распределении. То есть это просто середина отрезка, да, на котором распределена случайная величина. Модой распределения является величина, равная значению соответствующему наибольшей частоте или наибольшей вероятности появления в данном распределении. То есть мода распределения – это наиболее часто встречаемое значение случайной величины. Так вот, среднее арифметическое или математическое ожидание, середина распределения и наиболее вероятное значение в нормальном законе распределения совпадают. Это первое свойство нормального закона распределения. Второе свойство носит название плюс-минус правилом плюс-минус 3 сигма. Правило заключается в том, что, зная или, точнее, убедившись в том, что распределение является нормальным, мы можем получать, так сказать, новое знание. Мы можем проецировать вот это правило и утверждать, что в случае нормального распределения случайной величины интервал в плюс-минус 1 сигму должен охватывать 68% всех значений нормального распределения. Интервал плюс-минус 2 сигмы должен охватывать 95% всех значений случайной величины. Ну и, наконец, интервал 3 сигмы должен охватывать 99,7 примерно процента значений случайной величины. Всегда остается небольшой люфт для значительных отклонений от средних значений случайной величины. Если приводить пример по росту, то это, например, карлики, это великаны, например, рост которых там у взрослых людей там около метра или там больше 2 метров. То есть вот все, что попадает за пределы 99,7% измерений. Вот, можно сказать, все, что касается распределения непрерывных случайных величин и нормального закона распределения. Следующий вопрос, который мы начнем только на этой лекции, это основные понятия или элементы математической статистики. Значит, точно так же, как теория вероятностей, математическая статистика возникла тогда, когда появилась в этом потребность. Если для теории вероятностей причиной были увлеченность азартными играми, то для появления математической статистики поводом послужило развитие денежных отношений. То есть даже середина XVII века, появление страхового дела или зарождение, так сказать, страхового дела в связи с перевозками, в частности, морскими перевозками, те же вопросы демографии, вопросы здравоохранения, которые уже тоже не могли быть решены путем простого описания или перечисления там по пунктам 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть появилась надобность в новых знаниях, в новых способах обработки накопленных данных. Само понятие статистика
означает некое положение, состояние или порядок явлений. Ну, в настоящее время математическая статистика – это более широкий, предполагает взгляд на понятие статистики вообще. То есть современная статистика не только фиксирует положение дел, она еще и позволяет осуществлять какие-то прогнозные функции. То есть математическая статистика сейчас – это раздел математики, который занимается методами обработки, методами систематизации и использования статистических данных для последующих научных и практических выводов. К основным понятиям математической статистики относится прежде всего понятие статистической совокупности. А статистическая совокупность – это совокупность относительно однородных, но при этом индивидуально различимых единиц, объединенных для совместного изучения. Статистическая совокупность может быть совокупностью выборочной, совокупностью генеральной. Генеральная статистическая совокупность – это совокупность, которая охватывает доступные для хотя бы мысленного изучения или мысленного эксперимента единицы, необходимые в данном исследовании. Что такое выборочная совокупность? Об этом чуть позже. То есть вначале мы рассмотрим понятие выборочного метода, а потом, соответственно, получим представление о выборочной совокупности. Значит, отдельную единицу, входящую в статистическую совокупность, принято называть вариантой. То есть множество вариантов, представляющих интерес в исследовании, представляет, или представляют, точнее, собой генеральную совокупность. То есть если изучать такое понятие, например, в исследовании, как содержание уровня сахара в крови молодых людей, студенческого возраста, от 18 до 30 лет, то генеральной совокупностью в данном случае должна служить вся совокупность, охватывающая всех студентов в возрасте от 18 до 30 лет. Это изучить их всех, провести измерения у каждого очень сложно. Тем не менее, посмотрите, в методах, статистических методах все-таки присутствует метод сплошного исследования. В частности, можете в качестве примера записать. Это метод, который используется при государственных переписях населения. Это метод, который предполагает, что не будет пропущено ни одного жителя, населяющего страну, все равно имеет, опять же, некие недостатки. То есть не все жители страны никогда не будут доступны для опроса, проводимого во время государственной переписи. Но, тем не менее, такая задумка, замах на сплошное исследование – это один из методов изучения массовых случайных величин в статистике. Метод сплошного исследования используется, например, при изучении редких болезней.
Разумеется, наиболее часто применяемым методом статистическим является выборочный метод. Выборочный метод можете записать. Кроме того, что это основной метод изучения статистики, имеет ряд преимуществ. Сам выборочный метод позволяет по свойствам выборки судить о числовых характеристиках всей генеральной совокупности, зачастую недоступной для исследования. Кроме того, выборочный метод позволяет экономить время, позволяет экономить деньги и трудозатраты в целом. Кроме того, выборочный метод иногда получает информацию в случаях, когда сплошное исследование невозможно. Вот медико-биологические измерения, медицинские измерения – это как раз измерения очень часто, в которых сплошное исследование не представляется возможным. Поэтому основной метод медицинской статистики – это выборочный метод. Вот, я так думаю, это последний слайд на сегодняшней лекции. Все остальное отложим на следующее занятие. Для того, чтобы мы могли по выборке судить о всей генеральной совокупности, выборка должна соответствовать ряду условий. Выборка должна быть репрезентативной, то есть представительной. Первое условие выборки – это ее типичность. Типичность означает, что для исследования или в исследовании, в эксперимент должны попадать типичные для наших условий объекты. То есть, если исследуется то или иное, скажем, течение того или иного заболевания, влияние на лечение какого-то, допустим, лекарственного средства, то и объектами, отобранными в выборку, должны быть люди, ну, желательно именно и только с этим заболеванием, о котором идет речь, который используется в эксперименте. Второе условие репрезентативности выборки – это ее объективность. Про объективность выборки говорят и приводят примеры на практических занятиях уже сами студенты. Единственное, что могу сейчас сказать, что объективность выборки обеспечивается случайным попаданием объектов из генеральной совокупности в выборочную совокупность. А вот как и чем обеспечивается эта случайность, повторяю, будем говорить на практических занятиях. Вот. На сегодняшней лекции, я уже сказала, был последний слайд. Остановимся. Весь остальной материал будем рассматривать на следующей лекции. До свидания. Всего вам доброго.